Привет всем! Сегодня я с сыном приехала на Синджуку. Это одно из центральных мест Токио. Вот мы проходим по этим разным магазинам и направляемся в сторону Кабуки-чо. Говорят, в Токио можно найти все. От самого вкусного бургера в жизни до абсолютного спокойствия в центре мегаполиса. Сегодня у нас особенный маршрут. Тут в Синджуку мы увидим легендарного цифрового кота, попробуем наивкуснейшие гамбургеры, которые покорили моего сына, и спрячемся от городской суеты в саду, где когда-то гуляли императоры. И вот мы вышли на улицу, идем по этим пестрым улицам и, как всегда, по чистым тротуарам. Посмотрите, мужчина молодец, чистит. Вот поэтому здесь в Японии такие чистые тротуары. Здесь в Синджуку также находится мэрия города Токио. Мы хотели сегодня зайти, но я очень устала, и поэтому отложили на следующий раз. Синджуку — район, который никогда не спит, и парк, который помнит века. Сегодня в программе Shogun Baga с фуагра, кипербанк в Кабуки-чо и медитация среди французских плантанов в Синджуку-гёен. И там же еще и, конечно, традиционный японский сад. Досмотрите до конца, там я вам покажу, как может выглядеть этот город в 2077 году. Мне помог мой товарищ, искусственный интеллект, произвести это дополнительное видео для вас. И вот мы уже идем по Кабуки-чо. Синджуку — место, где реальность кажется плотной, как неоновый свет. И вот это здание, это Кабуки-чо Тауэр, сердце современного Токио. И здесь мы идем в Shogun Baga. Это как ресторан гамбургеров. Shogun — это как генерала. Здесь самая вкусная говядина вагю для гамбургеров. Синджуку — это лицо современного Токио, район контрастов, где самое загруженное в мире здание вокзала соседствует с тихими храмами. Вот это здание Кабуки-чо Токио, и мы подходим к этим гамбургерам генерала. Здесь, кстати, на самом высоком этаже очень дорогая гостиница. Вагю написано, видите? На входе меня встретил парень из Бразилии, он здесь работает. Вот здесь сначала платишь. Мы выбрали гамбургер фуагра с фуагра, терияки соусом и вот говядина вагю. А сын выбрал двойной мясо дабл чиз бургер. Вот это моя фуагра. Вообще, а это как вот это вот как шлем генерала. Очень вкусно было. Замечательно. Фуагра с мясом вагю — это фантастика. А вот это у сына, у него сыр дабл чиз бургер. Тоже и картошка тоже потрясающая здесь. И еще здесь 3 вида соусов. Сейчас я вам покажу. И все они острые, разного вкуса. И, конечно, есть простой кетчуп. Это можно с картошкой. Для меня немножко островато. Я не такой уж любитель острова, но кто любит, это, наверное, замечательно. Стоило нам где-то здесь на двоих $70. Вот мы уже покушали и пришли там в этом здании на 2 этаже. Тоже сеть разных японских ресторанчиков, есть и корейские. Здесь в основном люди вечером собираются выпить, покушать. Днем здесь народу мало, это очень хорошо, потому что я не люблю
толкучки. Я не люблю, когда много народа, и я не курю и не пью, и поэтому здесь вот в это время самое классное для меня. Посмотрите тоже здесь, как красиво оформлено, чистота, красота. И здесь тоже вкусно. Вот, и, конечно, здесь и в обед можно кушать, так что кто любит тишину, приходите вот так в обед в будни. В выходные в обед здесь тоже будет очень много народу, так что вот советую. Это здание, эту башню построили не так давно, и она сейчас стала популярна именно из-за того, что вот эти разные ресторанчики в разных, это от разных префектур Японии. Потом еще вот корейская, китайская кухня есть. И много сюда иностранцев тоже приходят. Решила вам показать просто это местечко. И теперь мы дальше идем. Хочу пойти на площадку обозрения. Здесь на 17 этаже. Кстати, в этом здании есть кинотеатр. Можно и кино посмотреть. На самом верхнем этаже гостиница. А вот мы пришли на как тут площадка обозрения. Здесь еще ресторан на 17 этаже. Это все. Вот это виден Нишигучи, западный выход, и там, где находится мэрия. Тоже очень красиво. Вот эти здания, небоскребы. Кстати, когда приехала в Японию, я сначала жила на районе Синдзюку, и здесь пешком можно было пройти, поэтому это, можно сказать, как родина моя. За эти 33 года моей жизни в Японии Синдзюку тоже сильно изменилась. Здесь на 4 этаже есть иммерсивный аттракцион в стиле подземелья, называется Tokyo Matrix. Здесь, где реальность переплетается с цифровым миром. Здесь очень сложные игры, мы хотели пойти, но он был на ремонте, открывается с 20 марта. У меня сын очень интересуется этим. И не получилось пойти, и пошли мы потом на 3-й этаж в игровой центр. В общем, здесь тоже очень красивый вид на Синдзюку. Вход бесплатный. Здесь еще есть итальянский ресторан и кафе-мороженое. Вот это кафе, тут еще и булочки есть. Раз матрица сегодня решила остаться закрытой зоной, мы спускаемся на этаж ниже, 3-й этаж в Намко Токио. Здесь игровой центр. Это не просто зал игровых автоматов, а современное неоновое пространство, где культура гейминга смешивается с отдыхом. Вот посмотрите, какие интересные игры. Здесь все светится и живет своей жизнью, от классических кран-машин с огромными плюшевыми игрушками до новейших видеоигр. Вот посмотрите эти кран-машины, где можно вытягивать разные игрушки. Но самое интересное — это зона с огромными гашапонами и уникальный бар, где можно перекусить прямо среди игровых автоматов. Это место идеально передает дух кабуки-чо, яркое, шумное и невероятно живое. Даже если вы не геймер, здесь невозможно не почувствовать этот драйв современной Японии. И как, я думаю, вы заметили, много иностранцев. И вот мы спускаемся, идем на выход. И вот мы вышли на улицу, идем по Кабуки-чо в сторону парка Синдзюку-гёен, замечательного японского сада.
Отсюда пешком минут 20 через саму станцию мы пошли, чтобы показать вам прекрасного, такого милого цифрового кота. Игры, яркие экраны, легендарный кот, застывший в 3D-пространстве. На мгновение кажется, что этот цифровой мир есть все, что у нас есть. Это красивая проекция, в которой мы все участники одной большой программы. Но стоит сделать несколько шагов в сторону, и декорации меняются. Мы идем в парк Синджику-гёен. В Японии это называют ма – пространство между мирами. Мы переходим из шума в тишину. Парк Синджику-гёен раньше был императорским садом, а вот для обычных людей его открыли только после войны в 1949 году. Вот мы уже подходим к парку. Вход в парк платный. 500 йен для взрослого и 250 йен для детей. Можно выходить, потом заходить обратно с этим же билетом. На территории парка есть ресторанчики и кафе, так что если вы проголодаетесь, с голода не умрете. Сейчас еще сакура не цвела, но все равно было очень красиво. Парк Синджику-гёен – это зеленые легкие мегаполиса. Когда-то это был императорский сад, доступный лишь избранным. Вот здесь можно еще полежать, вот мой сын лежит, а перед ним еще чайная, там можно японский чай и японские сладости покушать. Сегодня это портал в тишину. Здесь 3 стиля – английский, французский и традиционный японский. Гармонично существуют в одном пространстве, напоминая нам о том, что разные миры могут мирно сосуществовать. Это лучшее место, чтобы почувствовать вкус настоящего момента под сенью вековых деревьев. Жизнь – это вспышка. Мы часто думаем, что наше завтра бесконечно, но на самом деле мы лишь гости в этом цикле, как лепестки, которые расцветают в этом парке, чтобы через неделю опасть и стать частью Земли. В этой симуляции все кажется быстротечным. Единственное, что имеет вес, это доброта, которую мы оставляем после себя. Отсюда вот тоже очень красивый вид. Заметили вы, я думаю, очень много иностранцев. Несмотря на то, что это был будничный день и еще сакура не цветет, все равно этот парк очень популярный.
Мы смотрим на эту природу и благодарим ее за то, что она дарит нам свою красоту просто так, ничего не требуя взамен. Пусть наше присутствие здесь тоже будет тихим и добрым. Мы лишь микробы в масштабе Вселенной, но наше умение благодарить — это то, что делает нас бессмертными. Природа говорит с нами красотой, а мы отвечаем ей благодарностью. Здесь, на Синдзюку, небоскребы окружают нас со всех сторон. Это стены мегаполиса, который никогда не спит, где каждый куда-то бежит, стараясь успеть за ускользающим будущим. Мы так заняты строительством своей жизни, что часто забываем просто дышать. Этот парк в самом сердце бетонного леса, как тихая пауза в шумной симфонии. Сюда приходят те, кто устал от бесконечных уведомлений, графиков и ролей, которые нам приходится играть. Здесь, среди старых деревьев, которые видели смену эпох, понимаешь, быть продуктивным не значит быть живым. Такие островки тишины жизненно необходимы. Это места, где наша внутренняя программа может обнулиться, сбросить лишний шум и снова почувствовать связь с чем-то настоящим. Посмотрите на эти цветы магнолии. Они распускаются всего на несколько дней, отдавая всю свою красоту миру, не прося ничего взамен. В этом и есть суть кармы — оставить после себя свет, даже если твой миг в этой симуляции совсем короткий. Если вы сейчас чувствуете усталость от этого мира, знайте, что где-то всегда есть этот тихий сад, готовый принять вас без лишних слов. Просто будьте здесь, этого достаточно. Вот здесь, прямо около прудика, находится Starbucks. Из него очень красивый вид. Можно сидеть и созерцать природу часами. А вот стройные ряды плантанов, кусочек Франции в самом сердце Токио. Они напоминают мне о том, что порядок и хаос всегда идут рука об руку. Феодалы, императоры, обычные прохожие. Поколения меняются, а деревья продолжают расти, оставаясь безмолвными свидетелями нашей реальности. Спасибо, что прожили этот день в Синдзюку вместе со мной. Если вам близок мой взгляд на Японию, подписывайтесь на мой канал. Я выпускаю новые влоги про Японию каждую неделю. В конце, как я и обещала, поделюсь с вами вариантами будущего этого места Синдзюку, о котором мы беседовали с моим другом, искусственным интеллектом. Он создал небольшое видео и фото, каким может быть будущее через 50 лет, то есть 2077 года. Я думаю, это будет интересно. Ставлю в самый конец. Наша прогулка прошла замечательно. Была хорошая погода, мы очень много гуляли. И я немножко устала и не смогла зайти в мэрию, не смогла показать ее вам, но сделаю это в следующий раз. Спасибо, что были со мной. Все, сейчас уже начинается это видео будущего.